хера себе! Вот это да, ребзя! Вот это да! Всем привет! Сегодня 11 мая 2023 года. Я в сосново-еловом лесу иду на рыбалку. Время где-то без 15:06 утра. Температура 0 градусов примерно. Руки мерзнут без перчаток. Но для рыбалки это не помеха. Ладно, ребзя. Включусь позже, скорее всего, уже ближе к месту лова. Вот такие вот тут ели и сосны. Все, идем дальше. И вот здесь нам надо шуровать налево. Дорога, конечно, тропинка заросла. Но я не думаю, что в этом году никто сюда не приходил. Ладно. Включусь позднее, ребята. Смотрите, в этом овраге еще до сих пор вода стоит. Боюсь я, рыбалка на озере будет затруднена в связи с большим уровнем воды. Ладно, посмотрим. О, утки полетели. Уточки. Уточки, извините, что я вас потревожил. Так. Кто-то вот тут уже пытался ловить. Здравствуй, озеро Бобровое. Дай нам сегодня рыбы столько, сколько тебе не жалко. Ладно, сейчас разложусь. Потом опять выйду на связь. Ну что, ребята, время вы видели на экране моего телефона. Я тут разложился. Вот эту вот короткую удочку закинул на опарыша. Вот эту вот на червя. Там даже 2 червяка сидит, потому что крючок большой. Клёва пока нет. Если ближайшие полчаса не будет, я перебазируюсь на Дюму, на речку. И пойду я, наверное, туда не напрямую, вот так вот. Если напрямую, тут 10 минут. Но тут не перейти, тут сейчас перетопило. Поэтому я, скорее всего, пойду в обход. А вот у нас цветет черемуха. Это черемуха, да? Да, ребята, это черемуха. Вот тут цветет черемуха буйным цветом. Это озеро Бобровое, как я уже сказал. Я тут много всяких карасей натаскал, в том числе и крупных. В том числе и в прошлом году. Так, ребзи, у меня клюет. У меня клюет, ребзи, у меня клюет. Ух ты, ни хера себе! Вот это да, ребзя! Вот это да! Это у нас крупный карась. Это крупный карась. Сейчас я под саком его вытащу. Ребзя. Я поймал крупного карася. Вот он такой вот
кабанчик. О, вот это кабанчик, ребята. Полкило, не меньше. Даже, скорее всего, грамм 600. Все, продолжаем нашу рыбалку с почином. Солнце уже встало, как видите, и светит из-за деревьев. Над водой стоит туман. Вот Ребзя, перебрался я на другой конец озера, на противоположный. Вон там моя сумочка, мои удочки. В этом месте я тоже ловил крупных карасей в прежние годы, в том числе и в прошлом году. Вот тут у нас это озеро. Через небольшую протоку. Сейчас я вам ее покажу. Впадает в другое маленькое озеро. Вот здесь вот такой вот бобровый ход. Протока, по которой бобер лазит. И все это у нас ведет вот в такое вот маленькое озерцо, которое, впрочем, летом обычно пересыхает, особенно в последние годы. Во всяком случае, в прошлом году его летом уже не было. Осталась только там небольшая болотинка, и то практически высохшая напрочь. Так, попробуем половить вот здесь. Место уже знакомое, проверенное много раз. Если не клюет там, на том берегу, то клюет здесь. Два места, где я обычно ловил карасей в этом озере. Это вот здесь вот и вон там, где мы раньше с вами были. Но здесь клёва нету. Вообще от слова совсем. Ну что, Ребзи, время начала 8-го. Я опять на старом месте. Тут я оставлял короткую удочку с бутербродом из опарыша и червя. Опарыш на месте, червя склевали. И поплавок был в стороне от того места, где я его оставил. Видимо, какая-то мелочь, типа мелкого окунька, склевала этого червяка. Так, клёва нет. Пройдусь я в западном направлении. Что тут у нас? А тут у нас, Ребзи, еще болото. Не, в принципе, его можно обойти. Вон оттуда. И напрямую на Дему выйти. Это черемуха опять цветет. Вот так вот цветет черемуха. Так, вон там, я думаю, можно обойти это болото. И сквозануть напрямую на Дему. А можно и отсюда обойти. Нет, наверное,
привычным прежним путем выйдем. Так, начну я, наверное, потихонечку собираться. Ну, еще полчасика посижу максимум.